Добрый день, друзья! Рад вас приветствовать на своем канале «Клоновидные яблони» Рената Исаева. В этот по обыкновению теплый солнечный день 17 сентября 2020 года в моем небольшом, но уютном саду осень потихоньку вступает в свои права, и именно сейчас мы начинаем подводить итоги нашей плодотворной работы в садах и огородах в течение весны и лета. Надо признаться, что 2020 год вышел необыкновенно удачным на очень богатый урожай плодовых культур в моем саду. В начале тон задала войлочная вишня. В конце июня она подарила с 4 деревьев очень богатый урожай плодов войлочной вишни. У кого не растет в саду войлочной вишни, попробуйте найти следующей весной на базаре саженец этого дерева-кустарника, и, уверяю, уже на следующий год вы побалуете себя вкусом плодов этого замечательного дерева-кустарника – войлочной вишни. Кстати, войлочная вишня очень неприхотлива в своем выращивании. Эстафета от войлочной вишни была подхвачена в июне вишней. Надо признаться, такого богатого урожая вишни я не видел с момента посадки, а этому плодовому дереву 8 лет. После вишни в июле пришло время абрикоса, и по праву месяц июль мы можем считать месяцем абрикоса. В этом абрикосовом году был очень богатый урожай крупного абрикоса с 2 моих абрикосовых деревьев.
Весь июль и начало августа я старался вас радовать большим количеством разнообразных видео на тему сбора крупного абрикоса в моем саду. Секрет богатого урожая вишни и абрикоса в этом году заключался не в последнюю очередь проведением очень хорошего влагозарядного полива осенью в прошлом году. Данная методика позволила обойтись в этом году проведением всего 2 поливов. Вкус плодов абрикоса из моего сада в этом году не поддается никакому сравнению и описанию. Медовый, сладкий и очень вкусный. Вторая половина августа – это время сбора плодов с клоновидной сливой. 4 клоновидные сливы из моего сада порадовали в этом году богатым урожаем крупных, медовых и сочных плодов. При этом стоит отметить, что это был практически первый урожай клоновидной сливы в моем саду. На протяжении всего 2020 года при выпуске видео про клоновидную сливу я всегда агитировал вас за посадку этого плодового дерева в вашем саду. Это я делал неспроста, так как дерево очень неприхотливое и даже при отсутствии должного ухода оно все равно дарит хороший урожай крупных и ароматных плодов. Ну и наконец, последняя декада августа и первая половина сентября принадлежат, конечно же, клоновидной яблоне. В этом году вышел неплохой урожай плодов клоновидной яблони
с 3 моих клоновидных яблонь трехлеток. Остальные 3 клоновидные яблони трехлетки, как и 9 яблонь двухлеток, подарят богатый урожай на следующий год, в чем я абсолютно уверен. Ну а сейчас, во второй половине сентября, когда я снимаю это видео, радует богатым урожаем плодов 2 карликовые яблони. Одна из них сорт китайка, другая же карликовая яблоня, самая большая из всех яблонь в моем саду. Из маленьких яблочек сорта китайка получается необыкновенно вкусное варенье. Рецепт приготовления в одном из моих видео. Кроме того, я обязательно бы вам порекомендовал посадить эту маленькую карликовую яблоню, которая занимает совсем немного места и дает урожай каждый год. Вот такой вот богатый урожай плодовых культур я вырастил в этом году в своем саду. В одном из своих видео я обязательно поделюсь с вами секретами такого богатого урожая. На этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. Надеюсь, вам понравилось это мое видео. Подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет много интересного и полезного. С уважением, ваш Ренат, и богатых вам урожаев.